конце Ицуми, среди рисовых полей и густых лесов, стояла маленькая деревня Ханагава. Люди там жили спокойно, по утрам открывали ставни, выращивали чай, ловили рыбу и никогда не поднимались на гору Сидзумори после захода солнца. Даже дети знали старое правило: если увидишь в лесу золотой огонек, не иди за ним. Вечно повторяли старики, а детишки спрашивали: почему? Потому что лисы любят любопытных. Но никто уже толком не помнил, что это означало, кроме старой госпожи Сая. Ей было больше 80 лет, и говорили, что в молодости она однажды исчезла на 3 дня. Лишь иногда, сидя возле дома, она тихонько произносила: если услышите музыку колокольчиков среди тумана, не отвечайте. В той же деревне жил юноша по имени Рен. Ему было 18, он помогал в маленькой библиотеке при старом храме и больше всего на свете любил книги, особенно древние, с потемневшими страницами, с историями, которые давно забыли люди. Монахи часто шутили: Рен скорее пропустит ужин, чем новую легенду. И это было правдой. Однажды осенью настоятель храма попросил его разобрать старое хранилище. В подвале стояли десятки покрытых пылью ящиков. Большинство книг рассыпались от времени, но в самом дальнем углу Рен заметил длинный деревянный футляр. На крышке не было названия, только изображение 9 хвостов и странный символ, похожий на полумесяц. Юноша осторожно открыл крышку, а внутри лежал свиток. Бумага казалась новой, словно ее создали вчера. А когда он развернул ее, то увидел всего одну строчку: «Не открывай при свете солнца». Рен невольно улыбнулся. Какая странная штука. И все же что-то заставило его забрать находку домой. Вечером пошел дождь, капли тихо стучали по крыше, масляная лампа освещала комнату, и Рен вспомнил о свитке и снова раскрыл его. На этом раз на бумаге были уже другие слова. Юноша резко отшатнулся. Там появилось новое предложение. Наконец-то! Кто это написал? Чернила были еще влажные, и прямо у него на глазах возникла новая строка. Прошло 127 лет. Рен вскочил, по спине побежал холод. Он уже хотел свернуть свиток, но буквы продолжали появляться. Ты не похож на остальных. Они всегда убегали. Спасибо, что ты открыл меня. Рен быстро захлопнул футляр, и в комнате стало тихо. Только дождь. Кап, кап, кап. Наверное, это какая-то особенная краска. Или фокус, так он себя убеждал. Но ночью ему не спалось, а под утро он услышал тихий звон. Тын-тын-тын. Будто бы маленькие колокольчики качались на ветру. Тын-тын-тын. Звук доносился из сада, и на ветке старой сливы сидела белая лиса. Ее шерсть серебрилась в лунном свете, а глаза были необыкновенно золотыми. Рен застыл, а лиса спокойно смотрела на него, а затем улыбнулась и исчезла, словно она растворилась в воздухе, словно ее никогда не существовало, а на земле остался лишь крошечный золотой листик. Утром Рен показал лист госпоже Саю. Старушка побледнела. Где ты это взял? В саду. Ты видел ее?
начался праздник. Фонари, люди смеялись, дети запускали бумажных журавлей. И только Рен никак не мог забыть слова старушки. Она нашла тебя. Кто, почему и что означает этот странный знак? Когда он возвращался домой, ветер внезапно стих, собаки перестали лаять, даже цикады замолчали, а впереди между деревьями в темноте загорелся золотой огонек. Потом второй, третий, четвертый, сотни маленьких фонарей медленно плыли среди тумана, и вместе с ними снова зазвучали колокольчики. Рен уже собирался было бежать, но вдруг услышал женский голос, тихий, нежный и удивительно печальный. Наконец-то я нашла тебя. Из тумана вышла девушка в белом красивом кимоно. Ее длинные волосы касались земли, а в руках она держала золотой фонарь. А позади нее медленно двигались 9 огромных хвостов. Не бойся, Рен. Я искала тебя 300 лет, и мне осталось совсем немного времени. А затем улыбка ее исчезла, потому что позади юноши в полной темноте леса открылись еще 2 золотых глаза, и даже 9-хвостая кицуне побледнела. Нет, неужели он проснулся? И тогда из чащи раздался чей-то смех, тихий, очень странный и совсем не похожий на человеческий. Рен обернулся. Между деревьями ничего не было, только туман и 2 золотых огня, словно чьи-то глаза. Но через мгновение и они исчезли. Смех затих, а вместе с ним вернулись звуки ночи. Зашумели листья, запели цикады, будто бы ничего не произошло. Девушка медленно выдохнула. Нам нельзя здесь оставаться. Кто ты? Все потом. А это что было? Потом. Ты сказала, что ты искала меня 300 лет. Потом. Люди совсем не изменились. Ты не ответила ни на один вопрос, потому что у нас мало времени. Пойдем. Куда? Домой. Так я и так дома. Нет, не туда. Она коснулась золотым фонарем земли, и туман вокруг них пришел в движение. Деревья исчезли, ветер стих, а затем мир словно перевернулся. Когда Рен открыл глаза, лес изменился. Небо было фиолетовым, вместо звезд по нему плавали 1000 бумажных фонарей. Ручьи светились серебром, а в воздухе летали лепестки сакуры, хотя вокруг была осень. Вдали возвышался огромный город. Его крыши напоминали древние храмы, а по улицам гуляли люди в кимоно. Только у некоторых были лисьи уши, у других кошачьи. Вообще, третьи были полупрозрачные. Где мы? Между мирами. Что? Здесь живут те, кого люди называют якаями. Это что, сон? Ах, люди всегда спрашивают одно и то же. Нет, Рен, это место существовало задолго до твоего рождения и будет существовать после. Город называется Цукиёми, город лунного света. Здесь продавали дождь в маленьких бутылочках, торговали воспоминаниями, шили одежду из тумана, и даже время можно было купить, но за очень высокую цену. Над улицами летали белые карпы, по мостам ходили духи-лисы, а возле чайных домиков играли маленькие кадама, духи деревьев. Рен не мог поверить своим глазам. Люди никогда не видели этого мира. Иногда видели. И потом
затем молодого мужчину в одежде времен Эда. Рядом стояла Акана, только с одним хвостом. Они смеялись, пили чай, кормили карпов. А затем начался пожар. Лес пылал, люди убегали. Мужчина был ранен, Акана плакала. «Живи!» – прошептал он. «Я не хочу. Живи! Я найду тебя, я обязательно найду тебя. Нет, найду. Акана, даже если мне придется ждать 1000 лет. Хорошо, тогда я обязательно вернусь». Видение исчезло, и Рен почувствовал, как сердце болезненно сжалось. Это ты? Нет. Да, это ты и я. Но это невозможно. Для людей, но не для нас. И так прошло несколько дней. Рен привыкал к Цукиёме, к говорящим кошкам, к духам, к лунным рыбкам и чайным домам. И все чаще ловил себя на мысли, что здесь ему спокойно. Словно он когда-то уже действительно здесь жил. Акана показывала ему город, они много смеялись. И иногда Рен замечал, что Кицуне смотрит на него так, словно боится моргнуть. Будто исчезнет он на секунду, и снова пройдут сотни лет. Но однажды ночью он проснулся, потому что услышал колокольчики, те самые тин-тин-тин. Акана стояла возле окна и плакала. Акана, все хорошо. Нет, очевидно, нехорошо. Ты же плачешь. Лисы тоже иногда плачут. Рен, а что, если однажды тебе придется выбирать? Пожалуйста, выбери свой мир. Почему? Просто пообещай мне. Нет. Сначала объясни мне. Но Акана ему так ничего и не ответила. На следующий день весь город замолчал. Закрылись лавки, исчезли музыка, а по улицам бежали духи, крича: «Он проснулся, проснулся, запечатанные врата открылись. Это невозможно, прошло 700 лет». Акана же побледнела и... Нет, только не сейчас. И в небе появились черные облака. Лунные фонари начали гаснуть один за другим, а над дальними горами поднялась огромная тень, настолько большая, что она заслонила половину небосвода. У нее были рога и сотни золотых глаз. Рен почувствовал, как его обуял ужас. Даже воздух вокруг стал тяжелым. Акана, кто это? Это Онопиноками, бог огней. Нет, пожиратель воспоминаний. 700 лет назад его запечатали. Кто? Все люди, Якая и даже боги. Почему? Потому что он не убивает. Он хуже. Он забирает воспоминания, лица любимых, счастье, саму душу, и однажды ты просто забываешь, кем ты был. Но почему он проснулся? Акана отвела взгляд и... Потому что ему нужен ты. Я? Нет. Тогда кто? Прости меня. Да за что? Все это время я искала тебя, но не только потому, что любила. 300 лет назад, когда ты умирал, я нарушила запрет.
лицам затаившихся икаев пробежал ужас. Все пытались попрятаться кто куда, потому что каждый житель Цугиоми знал, если девятихвостая Кицуна теряет хвосты, она платит собственной жизнью. Акане, все хорошо, у тебя хвосты исчезают. Я знаю, что происходит. Долго. И над миром снова раздался тихий смех. Девятихвостая, ты еще готова отдать себя? Да, ради человека, даже зная, что он забудет тебя. Да, глупая лисица. Люди всегда забывают. Они забывают обещания, забывают лица, забывают любовь. Время всегда побеждает. Тогда почему ты до сих пор помнишь? И впервые смех прекратился. Рен абсолютно не понимал, что происходит вокруг. Но Акане схватил его за руку, и нам нужно идти. Куда? Туда, где не был даже он. Туда, где хранятся все истории. Быстрее. Золотой фонарь вспыхнул, мир вдруг исчез, и они оказались среди облаков. Над ними сияла луна, под ногами текла река звезд, а впереди простиралась бесконечная библиотека. Полки уходили так далеко, что растворялись в небе. Книги, свитки, имена. И тысячи огней плавали между стеллажами. Это библиотека Инари. Она настоящая? Да. Здесь хранятся книги всех людей и всех встреч, всех обещаний, воспоминаний, даже тех, которые были забыты. Тогда здесь есть книга и обо мне, конечно, и о тебе, да. Среди бесконечных полок их уже ждала женщина в белоснежном кимоно. У нее были золотые глаза и 9 хвостов. Но ее присутствие было настолько спокойным, что даже воздух казался теплым. Богиня Инари. Ах, 300 лет ожидания. Неплохо, неплохо. Лисичка. Простите, не мне ты должна это говорить. А что ж, ты вырос. А мы знакомы. Люди всегда задают этот вопрос. И она достала маленькую книгу, старую, потрепанную, словно ее читали бесчисленное количество раз. Это ваша история. Наша? Да. Наша первая встреча, последняя встреча, все встречи между ними. Ирен осторожно открыл книгу и увидел не одну жизнь, а множество. Иногда Акане была лисой, иногда человеком, ребенком, старушкой. Иногда они встречались на один день, на 1 час, а иногда на десятки лет. Иногда он спасал ее, а иногда она его. И каждый раз они прощались, чтобы вновь снова встретиться. И снова, через века, через время, через смерть, через новые рождения. Это невозможно. Но почему я этого ничего не помню? Потому что так будет лучше. И тут облака сгустились, тучи набежали, и зазвучал смех. Я нашел вас. Нет, какой шумный. И впервые за все время Рен увидел, что древняя богиня смотрит на это страшное существо с легкой жалостью.
нам свою историю. Я не хотел становиться таким. Я просто не хотел забывать маму, папу, близких. Они умерли, и я просил богов, но никто не отвечал. Тогда я начал собирать воспоминания, чтобы больше никогда ничего не потерять. Но я забыл даже ее лицо. Я хотел забрать у всех их воспоминания, чтобы все они тоже забыли. И ну вот почему ты стал пожирателем. Я не хотел. Я не хочу быть больше один в одиночестве с этими воспоминаниями. Не хочу отбирать у других их радость. Ну, что ж, ты глупец, потому что память — это не любовь. Если ты забудешь чье-то лицо, это не значит, что ты перестанешь любить. Что? Правда? Конечно. Я помнила Рена 300 лет, но даже если бы забыла, мое сердце все равно нашло бы его. Посмотри на нашу историю. Мы всегда находили друг друга. И Рен почувствовал, как в груди стало тепло. И ведь она права, абсолютно права. Их история тянется много тысячелетий, и они всегда находили друг друга, даже если не помнили. Значит, я могу перестать? Да, ты можешь начать сначала, сказала богиня Инари. И мальчик закрыл глаза и растворился, чтобы начать новую историю с новой семьей, новыми воспоминаниями, с теми, кто его ждал так долго, чтобы вновь встретиться. И вот так Цугиёми был спасен. Фонари снова зажглись, белые гарпы вернулись в небо. Катаму пели песни, а весь мир праздновал. Только Акана становилась все прозрачней, и у нее остался один хвост, последний. Нет, ты растворяешься, хорошо. Все в порядке. Я не хочу, чтобы ты уходила. Даже богиня не сможет вернуть заплаченную цену. Но должен же быть способ, должен. Ну что ж, вы встретитесь, но очень не скоро.